После продолжительных ливней уровень воды в одной из крупных африканских рек значительно поднялся. Сильное течение изменило привычные маршруты многих животных. Ранним утром группа бегемотов начала переправляться через бурный поток. Среди них находился маленький детеныш по кличке Барни, который был еще слишком слаб для такого перехода. Во время движения стада мощное течение оказалось сильнее малыша. Он потерял контакт со взрослыми особями и был унесен вниз по реке. Вода несла его долгое время, пока не выбросила на мелководье возле удаленного берега. Поблизости не оказалось ни других бегемотов, ни животных, которые могли бы ему помочь. Когда поток немного ослаб, Барни оказался на широкой илистой отмеле. Грязь удерживала его на месте, а недостаток сил не позволял выбраться самостоятельно. Детеныш провел там несколько часов под солнцем, постепенно теряя энергию. Он почти не двигался и выглядел крайне истощенным. В это время сотрудники природоохранной службы проводили обход территории. Среди них были Алексей, Виктор и Николай. Осматривая местность, они заметили необычные следы на влажной почве. Следуя по ним, рейнджеры обнаружили маленького бегемота, лежавшего без движения. При осмотре специалисты заметили, что малыш дышит очень слабо. У него наблюдались признаки сильного обезвоживания и переутомления. Когда люди приблизились, Барни попытался подняться, однако его ноги подкашивались. Стало очевидно, что без помощи он не сможет выжить. Рейнджеры быстро обсудили ситуацию и решили действовать немедленно. Они опасались, что животное может снова оказаться в воде и быть унесенным течением. Для безопасной транспортировки была использована небольшая доза успокаивающего препарата. После того, как средство начало действовать, сотрудники проверили его дыхание и убедились, что показатели остаются стабильными. Затем Алексей, Виктор и Николай закрепили специальные ремни и осторожно поместили бегемота на носилки. Работа оказалась тяжелой, поскольку почва была скользкой и вязкой. Передвигаться приходилось медленно и аккуратно. Спустя некоторое время им удалось доставить животное к транспортному средству. После этого Барни перевезли на ближайшую базу охраны природы. Там его встретила ветеринар Елена, которая провела подробный осмотр. Серьезных травм или переломов обнаружено не было. Главной проблемой оставались обезвоживание и истощение организма. Для восстановления состояния малышу начали вводить жидкости и обеспечили постоянное наблюдение. Первые дни он почти не проявлял активности и отказывался от пищи. Чтобы избежать осложнений, специалисты давали ему воду и питательные смеси небольшими порциями. Постепенно состояние Барни начало улучшаться. Сначала он стал увереннее поднимать голову, затем начал реагировать на присутствие людей. Через некоторое время жизненные показатели стабилизировались, а организм начал восстанавливаться значительно быстрее. Позже детеныш вновь проявил интерес к еде и стал самостоятельно принимать пищу. Когда его здоровье окрепло, бегемота перевели в просторный полудикий вольер с неглубоким водоемом. Здесь он мог свободно передвигаться и постепенно возвращаться к привычному образу жизни. Сотрудники внимательно следили за его поведением и состоянием. С каждым днем Барни становился все активнее. Он начал уверенно ходить, больше времени проводить в воде и проявлять любопытство к окружающей среде. Когда здоровье детеныша практически полностью восстановилось, сотрудники приступили к поиску его семьи. Спустя некоторое время наблюдатели заметили группу бегемотов, периодически возвращавшихся в эту часть реки. Тогда специалисты решили продолжить наблюдение еще некоторое время, чтобы выбрать наиболее безопасный момент для возможного воссоединения Барни с его сородичами.